Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Сентябрь. Знаки судьбы. Давайте с вами узнаем, какие знаки судьбы нам раскроют карты. Конечно, мы не можем охватить весь сентябрь. И я могу предположить, много будет информационной такой палитры, когда самые разные мы услышим новости, и это где-то будет оказывать на нас влияние. Но в целом вот основное что-то поконкретнее давайте попробуем через именно знаки судьбы, через 3 карты. А потом каждую или каждый знак раскроем, что это значит и к чему это все идет. Давайте узнаем. А я вижу месяц сентябрь в достаточно добрых энергиях. И вот почему. Солнце в Деве для нас, во-первых, какую-то конкретику так более складывает отчетливо, больше ясности наступает. И Марс в весах. Это когда мы дипломаты, да, и не просто дипломатия, чтобы все было так вот гладко, хорошо. Да нет, когда будет какая-то польза. Мы склонны договариваться. И вот энергии реальности, они тоже для нас как бы готовность мира к тому, чтобы, ну, внешние какие-то события, люди, которые вас окружают. Вот в целом, наверное, два этих транзита будут для нас складывать более удачные какие-то переговоры, например, да, или когда мы рассматриваем альтернативные варианты. В конечном итоге мы свое благополучие обустраиваем, с чем-то определяемся, адаптируемся или организовываем свою жизнь. Но, повторюсь, и внешние как бы события, ну и наши задачи, они где-то будут совпадать. Поэтому и больше добра, я думаю, будет, больше возможностей, самое главное. Давайте будем узнавать, что ж там за первый знак судьбы, выбор, мои дорогие. Какая-то путаница конкретно, какой-то лабиринт должен закончиться, и это все то, что я только что сказала. Может быть, нерешенный вопрос, и вам придется какое-то однозначное решение принимать. Может быть, это вы где-то так, ну, в две стороны пытались идти. Хотя не пойдешь, нам показано, направо и налево одновременно. Может быть, уже складывались какие-то события, предпосылки к тому, что выбор придется делать. Но это не был какой-то пункт, когда вот именно сейчас с этим нужно определяться. Так вот, скорее всего, в сентябре больше конкретики, когда и вам самим уже не захочется быть, это вот как в двойственной ситуации, в подвешенном состоянии, или когда приходится сидеть на двух стульях, постоянно лавировать туда-сюда, да, где-то. Мы ведь, ну, какое-то время иногда бывает и необходимо, я допускаю, но под конец мы очень устаем. Поэтому вот самое главное, мы устраняем путаницу. Выход из лабиринта должен быть. Что это означает? Для кого-то из вас вопросы работы, заработков, откуда к вам приходят деньги. Все-таки рыцарь земли– это, кстати, самый медленный рыцарь, но тем не менее он идет. Так вот, не спеша, с вниманием к деталям, может быть, какие-то инструкции. Вполне вероятно, и сама по себе карта, это у нас сегодня Таро ангелов-хранителей, организация своей жизни. А организовать добрые дела наспех не делаются, значит, есть какие-то темы, и мы, наверное, должны сделать не наспех, чтобы себя еще раз не ввергнуть в какую-то путаницу, а вот так, знаете, предметно разобраться, осознанно, а вот это вот вообще мне нужно или нет. Будьте к этому готовы. Тут могут быть и новые люди. Может быть, и вам придется, кстати, чтобы устранить какую-то путаницу, перемещаться по инстанциям или куда-то писать письма, дожидаться ответов. Тут не будет что-то и быстро тоже будьте к этому готовы. Ну, особенно когда регламент, да, я часто говорю, это именно ответы из инстанций. Или когда вам нужно прояснить какой-то вопрос, и вы запрос отправляете, а потом ждете опять же ответа. Вот этот регламент, будьте готовы, что быстро что-то не решится. И мы действуем на устранение как раз путаницы. Пятерка жезлов, я называю эту карту информационного хаоса. Но здесь нам еще прописаны конфликты. Ну, то есть вот когда каждый немножко на своем. Или, может быть, вы фильтруете свое окружение. Возможно, вы столкнулись с такими персонажами, которые вас подвели, а вы им доверяли. Или, может быть, даже столкнулись с тем, что были договоренности с конкретным человеком, а в последний момент умыл руки, как будто этот человек растворился. Увы, по пятерке жезлов проходят такие люди, на которых ни ответственности от них не потребуешь, ну и положиться-то тоже вот нельзя. Может быть, это, кстати, еще и информационный поток, который такой разношерстный, многоликий.
И тогда доверяй, но проверяй. Перепроверяйте вот что-то, детализируйте, правда, чтобы не было путаницы. Вот такая задача, как будто на сентябрь. Да, вот с этой Луной. Хотя у вас, мои дорогие, с Луной свои взаимоотношения. Это светило ваша как планета-управитель. Слушайте свою интуицию. Видимо, будут такие вопросы, которые логикой не решишь. А вот интуиция ваша– это ваша сила. Она вам дает правильные подсказки. И здесь как будто сложно выбрать будет. Может быть и так. Нужно как будто между вот этих двух башен, двух колонн пройти. Может быть, это вам для того, чтобы решить какой-то вопрос. Будьте готовы быть гибче. Правда. Потому что некоторые вопросы, вот как по Луне, с одной стороны, тут не надо что-то убыстрять, потому что на вас влияют, ну, вот внешние события, внешние силы. К примеру, какая-то ситуация, она должна развеяться до своей конечной точки. Ну, вот хотим мы этого или нет. Какой-то человек, может быть, тоже должен определиться. Но есть некоторая зависимость. И всячески избегайте толпы. Меня несет толпа, я часто говорю по аркану Луна. И мы собой не управляем, а вам наоборот, вот чтобы не было этой путаницы. Но в данном случае интуиция помогает. Не все так однозначно, говорит нам карта, выглянет солнце и все встанет на свои места. Поэтому тут не должно быть иллюзий. Это вот как раз предыдущие две карты, о которых я говорила. Ну давайте узнаем, а к чему же это все идет? Эта путаница будет вами устранена. Вам высшие силы помогают. Смотрите, какая красивая карта. В этой колоде так выглядит колесо фортуны. 10 ангелочков. И прописана сама по себе и фортуна. Ну и какой-то и прогресс, и перемены. Видимо, отчасти все то, что я сказала по предыдущим картам, особенно в контексте, когда ситуация должна развиться до какой-то точки, да, или до какого-то маршрута конечного, чтобы больше было ясности. Тут сколько ни убыстряй, не все от вас зависит. Вот есть такой момент. Так ведь тоже бывает. Мы куда-то не поторопились, с места в карьер не рванули, а потом себе говорим, ой, ну и молодец. Вот такое тоже я не исключаю, по крайней мере, начало сентября. Но вам тут, вот видите, почему может быть важна интуиция, два старших аркана. Потому что, правда, логикой что-то просчитать невозможно, но интуиция вам будет точно давать верные подсказки. А по колесу фортуны вполне вероятно, вот как будто мы сидели, что-то ждали. Или к нам приходили вот эти разрозненные новости, непонятно что это. Мы пытались перепроверить, можно этому доверять или нет, или человеку, или насколько достоверна какая-то информация. И вот под конец где-то, может быть, ну, может быть, и в начале месяца, но вот в результате ваших размышлений или, может быть, каких-то событий, я это не исключаю, когда все складывается в единый узор, и вы себе говорите «пора». И вот колесо фортуны нам ведь говорит, не теряй ни минуты, значит, будет какой-то момент, вы его прочувствуете. Чувствуйте, правда, самого себя, подсказки своего сердца, своей мудрой души. Потому что сказать себе пора и не отложить на завтра, это значит, как жар птицу за хвост поймать. Это где-то, ну, вовремя подключиться к этому колесу истории. Для вас это важно, ведь не секрет. Сначала колесо идет наверх, а потом будет спад. Поэтому не потерять время, где-то есть момент. Будут и паузы, но где-то будут и, наоборот, ускорения. Вот, наверное, основная задача, которую вам нужно решить, не устраивать самому себе по семерке жезлов какую-то многозадачность. Люди, наверное, как раньше, пытались на вас воздействовать, пытались вас уговаривать, к чему-то склонять. Они и так и останутся. Поэтому тут вам нужно быть немного на своей волне. И создайте для себя, знаете, как запасной аэродром. Я, по-моему, в последних видео, но у нас планетарные транзиты такие сейчас. Создайте для себя запасной аэродром, когда вы имеете возможность как будто отступить полшага назад, уйти словно в тень. Или сказать кому-то «я подумаю». Не выносить быстро вердикт «да» или «нет». Вот это будет для вас очень важно, потому что по семерке жезлов мы все-таки сохраняем сами себя. Иначе будет какая-то сложность, будет опять же какая-то путаница. Тут мы должны быть буквально резистентны, то есть устойчивы к тому, как на нас окружение воздействует или пытается тут нас словно, ну, в какой-то хаос свергнуть. Вот обратите внимание, всего 7 жезлов. У нашего героя один жезл. Очень интересно прорисована, кстати, карта. Вот смотрите, обувь, которая на ногах героя, как будто он в попыхах куда-то собирался.
Бросил, может быть, все, и первое попавшееся нацепил себе на ноги и рванул. И вот он столкнулся, он думал, может быть, что сейчас я за один жезл взялся, сейчас я быстренько все решу. А тут, опа, какое быстренько, тут тебе еще что-то навалилось. И вот это что-то, это ведь то, что вам не надо. Поэтому вот этот запасной аэродром или пространство для маневра оставляйте. Будут со стороны желающих, может быть, это информация. Вас могут, мои дорогие, вы вот добрые люди, наделенные особой эмпатией. Но, значит, люди хотят вас как-то приобщить к какому-то своему делу. А правда, почему нет? Ну, может быть, и жаловаться, ныть в жилетку будут, дабы вас разжалобить, и вы согласились. Вот не поддавайтесь на какие-то уловки, потому что вы должны быть конкретно устойчивы к тому, к тем запросам, которые приходят извне. Иначе не просто путаница не будет устранена, а вот как этот вот наш герой на ходу что-то одел, что-то сделал, а вот, знаете, осознанности нет. Мы теряем осознанность, потому что мы пытаемся вот поспеть везде и всюду. Вот, видимо, что-то очень важное впереди у нас карта колеса фортуны. Это ведь ваша фортуна. А здесь может сложиться какая-то метаморфоза, когда не то что о себе некогда подумать, а тут и света белого не видишь. Вот будьте внимательны, устраняйте путаницу. Поэтому, видимо, с первой карты нам об этом и говорят. У вас, возможно, сложится такая ситуация, когда вам придется буквально отправиться, мои дорогие, в какую-то инстанцию, к высоким чиновникам, может быть, узнавать, как в отношении вас работает закон. Может быть, это у кого-то и вопросы в суде, я такое тоже могу допустить. Ну, значит, вот есть какие-то приоритеты, и вы поставьте их на первое место, а уже как бы не меняйте свои и приоритеты, задачи в угоду кому-то. Здесь и вы должны быть очень внимательны. Тут вот нельзя вот так вот, да, одеть разную обувь. Это у нас всего лишь карта, а мы-то с вами в реальной жизни. И поэтому, скорее всего, даже бумаги подписывая, вы должны быть во всеоружии. То есть вот вы пишете что-то и буквально включаетесь в этот процесс. Перепроверьте цифры, куда вы поставили подписи. Вот понимаете, мы здесь можем совершить ляпсус. Почему? Потому что мы невнимательны. А невнимательность – это где-то из-за усталости. Успевайте отдыхать. Но я должна сказать, по аркану Луна, если для тех, кто в паре, у кого есть ваши партнеры, да, дружба какая-то проверенная, вот тогда ваши близкие вас поддерживают. А для кого-то это могут быть вопросы дома, обустройства дома, жилья и, может быть, вот подписание каких-то важных соглашений или бумаг. Давайте узнаем, как второй знак судьбы. И если есть какие-то посторонние шумы в видео, я прошу извинить, это снаружи, и я на это совершенно никак не влияю. Вот смотрите, опять же путаница. Любая семерка отчасти это путаница, но это еще и карта иллюзий. Ну да, она нам где-то говорит, на что-то надо будет и решиться, и, может быть, и решить. Не прокрастинируй, вот конкретно об этом нам говорит карта. Давайте узнаем. Но иллюзий, понятно, быть тоже не должно. С чем это связано? Что это значит? Давайте узнаем. Ну, хотя бы какой сферы жизни. Опять же, какое-то решение, понимаете? Тут ведь нет решения, тут какая-то пауза бесконечная. Но все зависит от вас, по части вашего будущего. Видите на пару шагов вперед. Всегда это тройка, это всегда все тройки, это на будущее уже нам здесь что-то говорят. И здесь нам прописан конкретно, отчасти даже визуализируй свою мечту. Но и объективизм. Нужно все подмечать, я только что об этом говорила. И складывать это в тот узор, который вы хотите. Может быть, и придется вносить коррекцию, что-то менять. Анализировать, опять же, быть осознанным, что сработает через какое-то время вперед или чему не стоит уделять внимание. Может быть, в каком-то направлении вы и не пойдете, вы от него откажетесь, если сами проанализируете и видите, что ну нет, эту тему лучше оставить. Но у вас на кону ваше будущее. Вот поэтому некогда тут время терять. Ну и думать, что какой-то вопрос решится сам. Нет, это вы. Тут, посмотрите, у нас корабль, один из символов Меркурия. А Меркурий управитель близнецов. А у нас сейчас Уран в близнецах. Так вот, Уран, он все где-то дробит. Тут может быть многозадачность какая-то. Но, значит, к ней нужно подойти тоже осознанно. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Если что-то подобное в вашей жизни происходит. Но, видимо, это необходимо, потому что с крыльями, да, колода ангелов-хранителей. Это как волшебный какой-то корабль. Это исполнение желаний. Но мы можем вот так вот ничего и не делать.
прокрастинировать и упустить очень хорошую возможность. Про возможность я говорила по колесу фортуны. И результат, какой вы можете получить, посмотрите на будущее. Правда, смотрите дальше, смотрите в горизонт, раскрывайте для себя и новые горизонты, и, может быть, впускайте в свою жизнь даже аккуратно, осторожно, но тем не менее, новых людей. Не замыкайтесь, ведь, по сути дела, семерка воды или кубков – это когда мы вот о чем-то просто мечтаем, мы представляем, но мы выпадаем из реальности. А для вас и в реальность, объективизм, да, и реализация у вас уже на кону. А мы можем этого всего, опять же, не заметить. По 21-му аркану еще идет и праздник, мои дорогие, когда мы устраняем все путаницы, когда мы договариваемся. Я искренне надеюсь, что в сентябре это действительно воцарится мир, или, по крайней мере, это уже будет больше предпосылок, договоренности. Но это я так попутно говорю, правда. То есть добрые энергии, вот о которых я говорила, два вот этих транзита, Солнце в Деве и Марс в Весах, как и для нас складывают какую-то более удачную обстановку, что-то решить, организовать, определить, может быть, даже. А если отказаться, ну так точно уже отказался, и сам себя не мучаешь вопросами, правильно, неправильно. Ну и внешняя тоже обстановка вокруг нас, она к договоренностям способствует. К чему все идет, давайте узнаем. К празднику после победы. Ну вот нам про победу 21-й последний старший аркан, но еще и четверка жезлов. Да, у кого-то могут быть согласования по части работы, но там здесь прописано конкретно перспективы какие-то. У вас тут будет и опять же праздник. Вот две карты, где прописан праздник. Ну, по крайней мере, в этой колоде. Какой-то прогресс у вас уже начинается, понимаете? Может быть, даже у кого-то с первых дней сентября. Ну, здесь и не ускорить его, понимаете как? Но и не стормозить самим, когда это необходимо. Держите руку на пульсе. Давайте откроем третий знак судьбы. Но есть, может быть, какая-то денежная составляющая, которая, ну, я не могу по четверке земли. С одной стороны, это карта уверенности, это как якорь, да? Это мы в чем-то уверены, мы все контролируем, но, наверное, жесткого контроля стоит где-то избегать. Или точнее, я неправильно выразилась, когда мы материальное ставим на первое место, а что-то возвышенное, духовное на второе. Вот в этом может быть минус. Но, может быть, и вам, мои дорогие, стабилизировать нужно какую-то финансовую ситуацию. И тогда эта карта и говорит о нашем контроле. Тогда это необходимо. Перекладывайте на себя. Все же мы все разные. Давайте узнаем, что это означает, с чем это связано. Ну, тут как будто, видите, мы можем чересчур подзастрять в прошлом. А нам говорят, закрывай в прошлое дверь. Не пытайтесь, вот тогда карта дает совет. Не пытайся то, что у тебя когда-то не получилось. А вот, кстати, может быть такое, и на вас это оказывает влияние тоже больше на знаки стихии воздуха и воды, Солнце в Деве. Это есть, знаете, такой пункт перфекционизма, когда мы что-то можем начать хорошо знакомое, но прежде у нас не получилось. А тут мы думаем, отдай-ка я еще раз какой-то реванш. Но я это сделаю лучше, я это сделаю более пунктуально, я это сделаю более четче. Вот там мы и останемся. Там мы и застрянем, потому что Солнце в Деве активизирует перфекционизм. И, повторюсь, это больше на знаке стихии воды и земли в первую очередь, конечно. Поэтому вот где ваш асцендент, я знаю, многие смотрят и по асценденту, вот примите во внимание, что такие энергии могут быть, они ошибочные. Нам наоборот, Марс в весах помогает быстро переключаться. И переключаться на то, что действительно имеет смысл. Мы об этом с вами говорили. Поэтому, если уже что-то заканчивается, отпускайте. А если некоторые люди по разным причинам уходят из вашей жизни, отпускайте и людей. Освобождайте место. Святое место, говорят, пусто не бывает. Что-то придет новое, другое. Ладно, что это еще значит? Вот посмотрите, вы на дороге, на пороге, может быть, каких-то очень важных решений по части финансов. Вы какой-то финансовый скачок можете сделать. Вы можете решить какую-то сложную задачу. Но не потому, что вы ее в прежнем ключе решаете. Нет, как-то по-другому. Завершается, может быть, когда вот эта путаница. Вы пытались
И в одном направлении, и во втором. Тут вы видите, что нет, в две стороны не пойду, или сил у меня не хватит, или времени, в сутках часов не хватит. Вот начинаются какие-то ускорения. И вот вам действительно в последний вагон уходящего поезда словно нужно запрыгнуть, потому что начинается у нас с четверки Земли. А посмотрите, это девятка Земли, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, ну, как эквивалент, который мы получаем, да? Ведь любая работа, она должна строиться на энергообмене. Вы отдаете свои силы, свои ресурсы, свою экспертность, знания, а вам это приносит материальный эквивалент. Вот здесь этот баланс ни в коем случае нельзя нарушать. И у вас есть возможность, знаете, это по этой карте удовольствие, удовлетворение от проделанной работы, изобилие, процветание, благополучие в такой, знаете, высшей октаве. Вот такое, к такому можно прийти. Давайте узнаем, к чему же это все идет. Не достаю больше карт. Опять же, часто шестерка Земли трактуется как помощь высших сил. Так вот, высшие силы, мои дорогие, сейчас за вас. Правда, тут можно провести какие-то согласования, решить сложные вопросы, у кого-то закрыть кредит, но, может, кто-то, наоборот, берет кредит. Но я должна сказать, к вам могут обращаться, и причем банально: дай денег, одолжи денег. И вот эта карта, она предусматривает ход денежный только в одном направлении, когда вот вам именно это помогает. Может быть, совершить даже какой-то платеж, вот именно теперь его надо совершить, а ваши денежки придут там чуть позже. Тогда у вас есть тот человек, который вас выручит. Но когда к вам обращаются, карта говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому могу сказать точно, вам деньги в долг, ну, я бы, по крайней мере, не давала, это факт. Или не скоро вернут, а то и вернут ли вообще, надо задуматься. Но есть люди, которые вам помогают. По этой карте может проходить и история личной жизни. Если были какие-то недопонимания, конфликты, вот здесь можно и личную жизнь, и вопросы дома, и работы, и денег. Вот посмотрите, какие у вас классные карты, мои дорогие, выпали. И уже тут нам обещают праздник. Ну да, видимо, все же поработать, потрудиться, разобраться, понимаете? Тут вот все имеет начало в вашей душе. Какие вы приоритеты расставите, такой вы эквивалент и получите. Но высшие силы за вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.